Всем доброго вечера. Если помните, я обещала вам время от времени рассказать, кто ко мне приходит в таком состоянии пограничном между сном и бодрствованием, явью и навью. Приходят души, их много. Они показывают свою жизнь, показывают, как они жили, как они мучились, как они ушли. Просят что-то у меня. Я выполняю то, что они просят. Кто-то просит что-то принести им под дерево, оставить. Кто-то просит найти родных. Старалась найти, честно, пока не нашла. Живых, имеется в виду. И вот более яркие видения, посещения духов, это души умерших, ушедших людей, я решила рассказать вам в назидание, чтобы вы знали, какие были судьбы, какие жили люди до нас. И, быть может, этим душам нужна память какая-то, энергия воспоминаний. Они в этом нуждаются. Если они просятся в наш мир, просятся ко мне и показывают свою жизнь, то поверьте мне, что они об этом просили годами в том мире, в том тонком плане, чтобы им разрешили прийти. И поэтому игнорировать это я никак не могу. Сегодня пришла ко мне Евдокия, Воронина Евдокия. Она так представилась. Она сказала: я хочу показать вам, что со мной произошло и как я ушла с этого мира. Пойдемте. И повела меня. Достаточно красивая, миловидная женщина. Не скажу, что очень правильные черты лица, но миловидная. Невысокого роста. Времена царя Александра Третьего, потому что портрет его висел дома у них. И она сказала: вот смотрите, я готовлюсь к свадьбе. Ее начали одевать. Женщины там шутили, разговаривали, наряжали ее. Наряжали в свадебный обряд того времени. Такой бант высокий над головой, собранные волосы, бриллиантовые ожерелья, которые ей надели на лоб, как диадему. Мне запомнилась ее очень белая, белая кожа. И ее повели, посадили в карету, повели в церковь. Там ее ждал жених. Мужчина лет 40, намного старше нее. Но, судя по ее выражению лица и по этому по счастливой походке, было видно, что она любит его. И я увидела сцену венчания. Когда они вышли, она подозвала меня к себе и сказала: мы ждали этого дня 8 лет. Мой отец не соглашался. Его карьера была на нуле, и он ждал, пока у него начнется карьерный взлет. Мой отец был очень долго против. Только перед своей смертью дал благословение. Вот сейчас мы венчаемся. А потом застолье. Произносятся, значит, тосты, разговоры, какие-то шутки. И заходят царские люди, заходят в штатском люди, начинается переполох. Его забирают. И вот тогда я услышала имя этого человека, ее мужа уже, Андрей.
Она начала кричать, куда вы его ведете. А он ее успокаивал, что это наверняка ошибка, все будет хорошо, разберутся, не плачь. Его забрали. Свадьба, естественно, расстроилась. И до утра рядом с ней сидела подруга, которая ее утешала, успокаивала. Говорила, что наверняка это ошибка, там разберутся, все будет хорошо. И вот проходит, я так понимаю, время проходит. В этом полуяве, полусне проходит время, наверное, года 3. Она приходит на свидание, она просит, она пишет письма, а его обвиняют в том, что он готовил какой-то мятеж против царя. Почему-то. И он сам удивлен, почему его в этом обвиняют, ведь он совершенно далек от таких вещей. Но его обвиняют. И потом внезапно узнает весть о смерти, что, значит, он покончил с собой в камере. И она отказывается верить. Начинает думать, что с ним что-то сделали, потому что он был слишком сильный человек и очень любил ее. Он бы ее не бросил, он бы ее не предал. Но ничего не меняется. Потом я вижу ее комнату закрытую, везде все окна закрыты, зашторены. Мать пытается с ней поговорить, она никого не пускает. Лежит в постели, не ест. Бледное лицо. А потом выходит в коридор ночью, когда все спят. Заходит в какое-то помещение, как прачечное. Кидает веревку и вешается. И она мне говорит, вот она висит, и рядом стоит ее душа, и мне говорит, ты знаешь, это самая страшная смерть. Не надо так уходить. Если хотите уходить, уходите по-другому. Это такая страшная смерть. Я не могла никак уйти, я не могла никак задушиться, она говорит. Это ужасная боль. Я просила уже о смерти мысленно, чтобы быстрее это закончилось. Это длилось долго. Минут 5, она сказала. Но посмотри, кто причина моих несчастий. И она ведет меня за руку, мы идем. Пока она висит и дергается на веревке, по ту сторону в окно смотрит ее подруга, которая ночевала у них, якобы помогая ей, и улыбается. И она говорит, посмотри на нее. Это она сделала. И я говорю, как она сделала? Она любила Андрея. Я позже узнала об этом. Она написала на него донос. Это по ее вине его не стало. И я тоже ушла. Помоги моей душе найти покой. Я хочу найти своего любимого, говорит она мне. Помоги мне найти покой. Помоги мне к нему идти, присоединиться с ним. Я не могу, меня не пускают. И вот настолько громко звучало рядом с ухом просто вот это «помоги мне найти покой». Что я даже громко сказала «хорошо, я сделаю все, что смогу». И проснулась. Я, конечно, сделаю все, что смогу, но я встала с таким удручающим внутренним чувством. Представьте, как люди из-за своей подлости способны ломать судьбу другим. На что способны завистливые люди? На что способны люди с грязной душой? Как легко и просто для них погубить жизнь человека, тем более того, кто тебе верил и доверял и считал своим другом. Вот вы просили рассказать, вот рассказываю еще один. Еще один случай, еще одну судьбу, которая жила до нас и ушла в таких муках и в такой вот пик своего счастья, когда вот-вот уже должна была жить, радоваться жизни, родить детей, создавать семью. Вот так вот загубили жизнь молодых людей.
Да, на этом все.